Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю монете 50 рублей 1993 года. Дизайн повторяет монету 1992 года, но использована более простая в изготовлении заготовка из цельного металла. Лицевая и оборотная стороны имеют выступающий по окружности кант. Параметры монеты: диаметр 25 мм, масса 6,2 грамма, толщина 1,9 мм, сплав медно-цинковый, гурт прерывисто-трубчатый либо гладкий. Монетный двор: московский или ленинградский. Тираж монеты был многомиллионный, точное число неизвестно. Аверс монеты: в центре монеты изображена эмблема Банка России, двуглавый орел с опущенными крыльями. По окружности вверху указан номинал 50 рублей, внизу Банк России. Надписи разделены узорами, состоящими из 5 объединенных ромбов. Реверс монеты: в центре указан номинал в 2 строки, 50 рублей. Под ним знак Ленинградского или Московского монетного двора, стилизованные буквы ЛМД либо ММД. Сверху расположена пятиконечная звезда, по бокам вдоль канта, слева пшеничный колос, справа ветвь дуба, символ изобилия и мира. Внизу полукругом указан год чеканки: 1993. Монета 50 рублей 1993 года имеет 7 разновидностей. Начнем с первой разновидности. На аверсе монеты слева и справа от тела орла, нижние перья в крыльях узкие, зазоры между перьями широкие. Линии по центру каждого пера имеют форму широких ложбинок. На крыльях по одному верхнему перу, справа и слева от орла без просечек. Надпись приближена к канту. Гурт прерывисто-рубчатый. На реверсе монеты монограмма ЛМД, что означает, что монета была отчеканена на Ленинградском монетном дворе. Монета не магнитная. Цена первой разновидности составляет 10 рублей. Вторая разновидность. На аверсе монеты слева и справа от тела орла, нижние перья в крыльях широкие, зазоры между перьями узкие. Линии по центру каждого пера имеют форму узких просечек. Надпись отдалена от канта. Гурт прерывисто-рубчатый. На реверсе монеты монограмма ЛМД, что означает, что монета была отчеканена на Ленинградском монетном дворе. Монета не магнитная. Цена второй разновидности составляет 10 рублей. Третья разновидность. На реверсе монеты над цифрами дата монограммы ММД, что означает, что монета была отчеканена на Московском монетном дворе. Гурт прерывисто-рубчатый. Монета не магнитная. Цена третьей разновидности составляет 10 рублей. Четвертая разновидность. На реверсе монеты монограммы ММД, что означает, что монета была отчеканена на Московском монетном дворе. Гурт гладкий. Монета магнитная. Цена четвертой разновидности составляет 10 рублей. Пятая очень редкая разновидность. Она выполнена в биметалле. Золотистая латунная вставка в белом ободке из мельхиора с монограммой Ленинградского монетного двора. Цена пятой разновидности составляет от 150 тысяч рублей. Шестая разновидность. На аверсе монеты надпись отдалена от канта. На реверсе монограммы ЛМД, что означает, что монета была отчеканена на Ленинградском монетном дворе. Монета магнитная. Гурт гладкий. Цена шестой разновидности составляет 100 рублей. Седьмая разновидность. На аверсе монеты надпись приближена к канту. На реверсе монограмма ЛМД, что означает, что монета была отчеканена на Ленинградском монетном дворе. Монета магнитная. Гурт гладкий. Цена седьмой разновидности составляет 100 рублей. Также необходимо отметить, что браки чеканки на 50 рублях 1993 года встречаются достаточно часто. Это общая черта всех монет начала 90-х. Известно о нескольких припутках, то есть экземпляров, отчеканенных на чужих заготовках. Например, один из полтинников был выпущен на заготовке под 20-рублевую монету. Его отличает белый цвет металла, а также сильное смещение центра, так как заготовка была меньшего диаметра. Цена такой перепутки составляет 40 тысяч рублей. Крайнее проявление различных видов брака также оценивается дорого. Например,
50 рублей 1993 года с очень сильным смещением. На аукционе в 2016 году такой брак был продан за 13 100 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности, и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если у вас есть такая монетка 50 рублей 1993 года, то пишите в комментарии. Выясним, сколько вас обладателей данного изобретения искусства. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!